Всем привет! Меня зовут Марина, вы на канале Russian Language Club. В этом видео я продолжу рассказывать о падежной системе русского языка. Какие бывают падежи и какие у них функции. Если вы смотрите это видео, то вы хотите узнать и понять русские падежи, которые, как вы думаете, очень сложная грамматическая тема. Но я уверена, что если понимать систему, логику русских падежей и уметь правильно их использовать, то русский язык окажется не таким уж и трудным. Итак, падеж – это форма и функция слова. В русском языке существительные, прилагательные, местоимения, числительные и причастия изменяются по падежам или, как мы это называем, склоняются. Это уже 4-е видео из 6. Предыдущие видео вы можете увидеть здесь. В этих видео я не говорю об окончаниях, о формах слов в каждом падеже. Я думаю, вы это отлично узнаете и сами. В этих видео я рассказываю о функциях, о ситуациях, в которых мы употребляем каждый падеж. И сегодня видео будет о дательном падеже. Это 3-й падеж или dative case. Дательный падеж – это косвенный падеж. Слова в дательном падеже отвечают на вопросы «кому» и «чему». «Кому» – это вопрос для одушевленных предметов. «Чему» – это вопрос для неодушевленных. Формы в дательном падеже могут быть с предлогами и без предлогов. Теперь рассмотрим варианты употребления дательного падежа. И первый вариант употребления – это объектное, в значении адресата. Отправить письмо другу, дать совет детям, купить подарок маме. Далее, субъектное употребляется в безличных оборотах. Маме не здоровится. Мне грустно. А моему блогу уже 2 года. Как вы видите, это когда мы говорим о возрасте и об эмоциональном состоянии. А также со словами «нравится», «понравится». Мне нравится говорить по-русски. И мне нравится жить в Москве. Еще дательный падеж будет употребляться с определенными глаголами, такими как казаться, приходится, удастся, вести и другими. Обязательно в конце видео я о них скажу, и они будут в комментариях. Также субъектное значение со словами «надо», «нужно», «можно», «нельзя». Вам надо говорить по-русски, а мне нужно купить билет. Но сейчас нам нельзя выходить на улицу. С предлогами «к», «ко» дательный падеж имеет обстоятельственное значение, то есть обозначает место, где происходит действие или движение к этому месту. Где и куда. Я иду к врачу, мы подъехали к площади, туристы гуляют по городу. Кстати, предлог «по» может иметь и значение времени. Когда? Например, я хожу в бассейн по субботам. Здесь, конечно, больше значения не когда, а как часто я это делаю. Или предлог «по» мы используем для обозначения средств коммуникации. Слушать музыку по радио, говорить по телефону, общаться по скайпу. Также мы используем дательный падеж, когда хотим назвать срок завершения чего-либо к какому-то числу, к какому-то дедлайну. Задание надо сделать к пятнице. И еще одно значение дательного падежа – это определительное. Памятник Пушкину, монумент Ленину, цена словам. Кстати, со словами памятник, монумент и прочими может быть 2 варианта. Чей памятник, то есть кто его автор, кто его сделал, и тогда это будет родительный падеж, а также кому памятник, в честь кого был сделан
этот памятник, и тогда это будет дательный падеж. И еще раз, важно, когда вы учите новые глаголы, то я вам очень рекомендую запоминать эти глаголы в вариантах употребления. То есть сразу запоминать со словами в конкретных формах. Например, вы говорите «купить подарок маме». Купить что? Подарок. Это у нас будет аккузатив, винительный падеж. И маме этот подарок не для вас, это подарок для вашей мамы. И это у нас будет дательный падеж. Обычно в словарях пишут вариант употребления или вопросы, но если у вас не такой словарь, то послушайте подкаст Russian Verbs. Там есть формы глаголов и варианты употребления этих глаголов. Много вариантов употребления. А в комментариях, как я и обещала, оставлю вам несколько глаголов, после которых мы всегда употребляем дательный падеж. А теперь бонус. Хотите получить таблицу с окончаниями существительных и прилагательных в каждом падеже? Или, может быть, вы хотите таблицу с личными местоимениями по каждому падежу? Пишите мне на электронную почту, и я обязательно отправлю вам эти таблицы. Вот и все. Вы смотрели видео о дательном падеже. И это уже было 4-е видео о русских падежах. Чтобы не пропустить еще 2 видео, обязательно подпишитесь на канал Russian Language Club, поставьте уведомления о новых видео. Russian Language Club есть и на других платформах: Instagram, Telegram, Facebook. А также поддержать проект Russian Language Club вы можете на странице Patreon. Вот и все. Пока-пока. До скорой встречи!